Рада приветствовать вас на своем канале. Я уверена, что вы уже знаете огромное количество информации про различные экзотические фрукты, про то, как полезно киноа и авокадо. Но вот про такой ценный супер овощ, который известен нам уже давным-давно, а именно репа, мы, в общем-то, и позабыли. Хотя репу ели каждый день на протяжении сотни лет. А если сегодня зайти в магазин и обратить внимание на полки с овощами, репа лежит огромным количеством и мало когда ее приобретают. Если смотреть на этот овощ со стороны нутрициологии, то это супер мощный и полезный функциональный продукт. И в этом видео я хочу подробно разобрать этот дешевый, но супер полезный овощ. Как репа помогает улучшить здоровье желудочно-кишечного тракта, как она влияет на гормоны, на сахар, на инсулинорезистентность, кому ее действительно нужно добавить в рацион. Для того, чтобы было наглядно и интересно, я сравню репу с другими овощами, и мы посмотрим, кто из них все-таки выигрывает и почему. Также обязательно проговорю, кому репу точно не стоит добавлять, несмотря на все ее ценные свойства. И, конечно же, самое главное, расскажу, как есть репу правильно для того, чтобы получить только пользу и никак себе не навредить. Поэтому буду рада, если вы досмотрите это видео до конца, поставите лайк и подпишитесь. Для меня это очень-очень ценно. Кстати, с кем мы не знакомы, меня зовут Анастасия Кондра, я дипломированный нутрициолог, работаю в сфере именно индивидуального подхода, потому что я искренне считаю, что только на основе результатов лабораторной диагностики, понимая ваш образ жизни, ваши индивидуальные характеристики, аллергии, симптомы, заболевания, можно построить действительно точный и рабочий план по вашему восстановлению. Поэтому в своей практике я занимаюсь именно этим подходом. Итак, давайте вернемся к нашему супер овощу. Конечно же, мы помним, что раньше репа употреблялась еще до того, как появился картофель. И употреблялась она не как гарнир, а как настоящий цельный продукт. Ее ферментировали, ели вареный. И наш организм, он как бы эволюционно уже давно сталкивался и знаком с этим продуктом, в отличие от каких-то экзотических, которые нам не свойственны. Кстати, про них я уже рассказывала в своем предыдущем видео, здесь оставлю подсказку, можно будет перейти и посмотреть. Там тоже очень много ценных свойств, тоже кому можно, кому нельзя и так далее. Я всегда так подробно разбираю. Но если возвращаться к репе, то наш организм с ней буквально на «ты». Репа является ближним родственником и капусте, и брокколи, и редьке. Кстати, вот про редьку тоже хочется здесь немножко остановиться, потому что в своем меню, которое у меня есть, авторское, называется «Обновление за 14 дней», у меня активно добавлена редька. То есть я такие моменты тоже все уже учла, составила. Если вам нужен сейчас просто обычный понятный план для того, чтобы снизить вес, улучшить свое здоровье и достаточно быстро увидеть результаты, то здесь все очень просто. Обычные понятные продукты из обычного магазина у дома, просто взяли, повторили, увидели результат. Поэтому переходите по ссылке в описании, применяйте меню, и буду рада вашей обратной связи. В репе содержится очень ценное соединение, это глюкозинолаты. Именно оно настолько ценным, то есть это не просто какие-то витаминки, это просто мощнейшее соединение. Оно влияет очень положительно на нашу микробиоту, соответственно, на наш иммунитет. Также это супер важно для поддержки печени, потому что именно вторая фаза детоксификации печени активно поддерживается. Также репа за счет этого обладает мощным противовоспалительным действием, за счет того, что в ней еще есть серосодержащее вещество. То есть это такая супер комбинация просто в обычном продукте репа. Есть различные виды репы, мы сейчас разберем 4 наиболее распространенные, потому что здесь тоже есть отличия, то есть это тоже очень важно. Если рассматривать, например, желтую репу, то она больше ориентирована для обмена веществ, потому что в ней намного больше антиоксидантов. Если у вас более чувствительный кишечник, то лучше выбирайте белую репу, потому что она является более мягкой. Зеленую японскую репу лучше не выбирать, если у вас есть гастрит, потому что она достаточно активная для пищеварения, она очень активно его стимулирует, запускает, поэтому здесь нужно быть более осторожным. Если рассматривать фиолетовую репу, то у нее вот как раз противовоспалительный потенциал самый высокий. То есть здесь тоже можно рассматривать этот вариант, если есть прям какая-то цель именно снять воспаление. Это достигается, опять же, не просто так, а за счет того, что она содержит больше полифенолов. Поэтому, когда мы
говорим, что репа полезная, это безусловно так, но важно понимать, что все-таки они разные, и на это тоже стоит обращать внимание. Теперь давайте посравниваем с другими продуктами. Конечно же, я сразу хочу сказать, что это прям не какая-то стопроцентная истина, но мы, конечно же, будем смотреть на факты. То есть первое, с чем хочется сравнить репу, конечно же, это с картофелем, потому что, как я сказала выше, именно картофель позже вытеснил репу из нашего рациона. Давайте будем рассматривать 100 грамм. Вот 100 грамм репы и 100 грамм картофеля. Вот, например, 100 грамм репы это примерно 28 килокалорий и около 9 грамм углеводов. В то время как 100 грамм картофеля это все-таки уже 77 килокалорий и уже примерно 17 грамм углеводов. Кто уже не первый раз смотрит мое видео, точно знает, что я не за подсчет калорий, поэтому это была такая просто информативная сводка, мы калории отводим в сторону. И здесь больше все-таки важно именно влияние на глюкозу, потому что я знаю, что меня смотрит много людей, которых это все-таки беспокоит, да, по состоянию здоровья. То есть здесь нужно понимать, что отварная репа имеет в разы меньше гликемическую нагрузку, нежели картофель. То есть да, мы понимаем, что картофель может быть приготовлен абсолютно разными способами, но даже если рассматривать отварной картофель, то у него, конечно, гликемический индекс будет намного выше. И таким образом мы понимаем, что отварная репа, она раза в 2,5-3 выигрывает у отварного картофеля, если для нас имеет значение влияние на сахар. Здесь я абсолютно не демонизирую картофель. Кстати, очень интересную информацию про картофель я тоже рассказывала, здесь прикреплю видео. Поэтому это просто информация для тех людей, кому действительно важно отслеживать уровень глюкозы, инсулина. То есть если у вас есть инсулинорезистентность, в данный момент вы занимаетесь похудением, восстановлением здоровья, то такая информация может быть для вас очень полезной, и вы таким образом можете себе помочь, чтобы скорее прийти к результату. Второе, с чем я хочу сравнить репу, это морковь. То есть морковь кажется достаточно легким овощем, достаточно полезным, это действительно так, но у моркови тоже есть нюанс. Термически обработанная морковь, то есть приготовленная, она уже совершенно будет по-другому себя вести. То есть у нее более высокий гликемический индекс. И если здесь опять же сравнивать с репой, то в репе сахара намного меньше, и гликемическая нагрузка там такая более плавная, нежели у отварной моркови. Поэтому здесь же опять отварная репа, либо тушеная, все-таки будет выигрывать. Третье сравнение – это репа и брокколи. Брокколи считается таким эталонным, идеальным крестоцветным продуктом. Ну, это действительно так. Но на практике, что я вижу, очень многие люди достаточно плохо переносят брокколи, потому что там достаточно грубая клетчатка, и для всех по-разному идет влияние на кишечник, на слизистую, потому что, как правило, если есть какие-то проблемы и нарушения, со слизистой всегда тоже нужно работать. И когда слизистая, она не в идеальном, так скажем, состоянии, то брокколи тоже может на нее влиять, несмотря на то, что просто огромное количество пользы в нем. Репа тоже относится к крестоцветным, но ведет себя, то есть действует абсолютно иначе, намного мягче. При правильной термической обработке репа не вызывает брожения, чувство вздутия и распирания, как это может происходить с брокколи. Если рассматривать со стороны переносимости желудочно-кишечного тракта, если у вас чувствительный кишечник, то репа здесь у брокколи тоже будет выигрывать. Ну, даже если это рассматривать, знаете, с такой бытовой точки зрения, да, в плане стоимости, то здесь тоже безусловно. Поэтому, если у вас чувствительный кишечник, то берите это на заметку. В-четвертых, я хочу сравнить репу уже с более такими, знаете, экзотическими корнеплодами, такими популярными, которые тоже достаточно сейчас доступны в магазинах. Это батат, это пастернак, ну и другие корнеплоды. То есть в чем здесь выигрывает обычная репа? У репы базово ниже калорийность, ниже гликемическая нагрузка, соответственно, влияние на глюкозу, на инсулин. Имеет больше функциональности для восстановления печени и желчеоттока в том числе. Здесь мне еще хочется отметить такое супер волшебное свойство репы, которое затмевает все предыдущие овощи. Это такой, скажем, детокс-потенциал, так как репа обладает серосодержащими соединениями, которые напрямую участвуют во второй фазе детоксификации печени. Если говорить про картофель, морковь и другие корнеплоды, они как раз таки здесь не участвуют, потому что этого не содержат. Теперь давайте важное обсудим, кому репа да, кому репа нет.
Репа будет полезна, если у вас есть инсулинорезистентность и такая повышенная чувствительность к скачкам глюкозы, да, и инсулина. Также если у вас застой желчи, либо такой вялый желчеотток. За счет как раз этих серосодержащих соединений будет такое мягкое влияние на желчь. То есть это не какое-то агрессивное воздействие здесь, нет такого, что куда-то там гонится желчь. Это очень мягкое физиологичное воздействие. Это особенно актуально для тех, кто испытывает чувство тяжести после употребления пищи, у кого есть так немножко тошнота, либо те люди, у которых достаточно плохо переносятся жиры. Также, если у вас есть склонность к отекам, и особенно если у вас отеки усиливаются, когда вы употребляете какую-то углеводистую пищу. То есть, опять же, низкая углеводная нагрузка и достаточное содержание калия здесь помогают именно справляться с выведением, с качеством выведения жидкости из организма. То есть, опять же, не как-то агрессивно, не как-то критично, да, там что-то сливать. Это просто физиологичное вот такое состояние. Для людей, у которых такая медлительная перистатика, у кого есть запоры. То есть, опять же, очень физиологично, очень мягко будет репа здесь действовать, потому что стимулирует желчевыделение, стимулирует именно пищеварение. Здесь очень важно, как приготовлено и количество. То есть я всегда говорю, информация общая, да, мы все прекрасно понимаем, но для каждого человека она может абсолютно по-разному нести пользу либо вред. То есть я, конечно, обговариваю какие-то основные, да, моменты, кому да, кому нет, да, то, что мы сейчас делаем. Но тем не менее, если вы начинаете этот продукт вводить, начинайте это с небольшой порции и смотрите, потому что у всех абсолютно разное состояние в данный момент, обострение, не обострение. Если у вас есть такая хроническая усталость, достаточно нет энергии, здесь тоже мы обращаемся именно к второй фазе детоксикации печени, то есть как раз же здесь репа на это будет воздействовать, то есть помогать вот это вот детокс, да, про что мы тоже выше говорили. Теперь давайте разберем, кому все-таки с репой нужно быть предельно осторожным, либо на время все-таки отодвинуть ее внедрение. Безусловно, это люди, которые сейчас имеют какие-то яркие воспалительные процессы. Это эрозии, да, желудочно-кишечного тракта, у вас активные гастриты, конечно же, язвенная болезнь. То есть это не те случаи, когда мы такие продукты вводим. Здесь стоит отметить, что репа в сыром виде, а я вижу, что такое тоже применяют, да, потому что много информации противоречивой. Репу в сыром виде применяют для того, чтобы что-то гнать. Но репа в сыром виде очень-очень активна. Она очень сильно влияет на слизистую. И опять же повторюсь, если у вас есть какие-то проблемы с пищеварением, там всегда есть какие-то проблемы со слизистой, с которой тоже нужно заботиться и восстанавливать. Если сырой репой туда взаимодействовать, то как отреагирует слизистая, как бы это вопрос. Также, если у вас синдром раздраженного кишечника, сейчас в активной раздраженной форме, если у вас есть какие-то нарушения с микробиотой кишечника, то есть когда там нужно действительно поработать, то такие крестоцветные, они могут провоцировать вздутие, дискомфорт, вот этот будет еще более явный. Поэтому, конечно же, если у вас есть вздутие, метеоризм и так далее, репа здесь, конечно, не то чтобы враг номер один, просто это такое состояние, которое она может усиливать. Поэтому сначала первым делом идем восстанавливать микрофлору, потом спокойненько уже вводим репу и получаем из нее только пользу. Конечно же, говоря про крестоцветность, здесь важно сказать, что это гипотериоз, то есть особенно, да, без компенсации, то есть здесь крестоцветы, конечно же, мы тоже будем очень осторожными с ними. Здесь, конечно, тоже важно отметить, что такая сильная завязка у репы щитовидной железой идет именно в сыром виде, да, потому что там содержатся все-таки такие вещества, которые угнетают щитовидную железу, то есть если эта репа будет приготовленная, конечно, этот эффект намного снижается, но все равно главная моя задача для вас проговорить, чтобы вы знали, что все равно эта связь есть и были очень осторожны. Ну и, конечно же, индивидуальные особенности, то есть, да, если у вас в целом плохая переносимость крестоцветных, то репа здесь тоже не тот вариант, и несмотря на то, что огромное, да, количество пользы у репы, ну, вероятно, это не ваш вариант, вам нужно искать другие альтернативные источники таких же полезных свойств. То есть, ну, как бы мы все индивидуальны, да, как я сказала в начале видео, и это тоже нужно учитывать. Не нужно терпеть и через силу пытаться себе этот продукт внедрить, если он вам, ну, точно не идет. Здесь тоже хочется такой красной нитью под всем видео протянуть, что зачастую, если вы сейчас начнете внедрять репу и у вас будет какие-то дискомфорт, то это
часто не означает, что что-то не так с репой. То есть чаще всего это как раз вот именно провести работу с вашим организмом, да, с микрофлорой, со слизистой. Чаще всего здесь завязана именно слизистая, как она у вас, да, в каком состоянии, как она реагировать будет на это. То есть в любом случае здесь важно, в каком состоянии ваш организм, готов ли он принять эти полезные вещества. Если здесь обратная сторона, если вы пробуете репу, она вам действительно хорошо помогает, улучшает самочувствие, здесь тоже во всем очень важна золотая середина. Не нужно теперь каждый день эту репу на завтрак, обед и ужин добавлять. То есть все равно это должно быть в меру. Еще раз повторюсь, очень активный продукт, каждый день он нам не нужен, несмотря на все полезные свойства. Все дозировано, все золотую серединку для себя нашли, вот определенный ваш объем, все, он вам подходит, хорошо для стула, хорошо для самочувствия, все, в таком количестве и в таком виде оставляем. Теперь давайте разбирать, как нужно готовить репу, то есть в каком варианте она будет наиболее полезная. Ну и, конечно же, с чем ее сочетать. Больше всего ошибок как раз-таки допускается именно здесь. Это способ приготовления, это дозировка и сочетание репы с другими продуктами. Давайте начнем с приготовления. Изначально стоит отметить, что репа не любит агрессивных методов готовки. Если репу жарить, то это просто в разы будет повышать гликемическую нагрузку и делать продукт достаточно тяжелый для нашей поджелудочной железы. В этом случае репа потеряет свои такие ценные важные свойства и будет являться таким просто сложным, достаточно тяжелым углеводом. Самые физиологические и понятные для нашего организма полезные способы готовки – это, конечно же, варка, это тушение, это томление и это запекание, но не какими-то экстремальными температурами. В таком виде репа сохранит свои ценные свойства, будет мягко стимулировать, да, желчеоток, мягко влиять на желудочно-кишечный тракт, то есть здесь можно максимально получить полезные свойства. Если вы не знаете, с чего начать, да, я считаю, что здесь все-таки самый лучший вариант – это пюре. То есть пюре из отварной, к примеру, репы, потому что, во-первых, консистенция, которая, ну, сама по себе намного проще усваивается нашим желудочно-кишечным трактом. Если у вас чувствительный кишечник, то это вообще идеальный вариант. Если рассматривать ферментированную репу, это очень классный, тоже действенный продукт, но здесь нужно четко понимать, что вам это можно, то есть потому что достаточно все-таки активное будет воздействие, здесь обязательно смотрим индивидуальную реакцию. Теперь поговорим о сочетании. Репу мы точно не сочетаем с различными соусами, с сахаром, допустим, там, с медом, с тем же. Также мы не едим репу просто в одиночку, без всего. Такие сочетания все-таки будут более активно влиять на нашу гликемическую нагрузку, на наш углеводный обмен, все-таки провоцировать более резкие скачки сахара и усиливать аппетит. Лучше всего мы вставляем репу в свою сбалансированную тарелку, да, про которую я все время говорю. Репа всегда должна быть подстрахована хорошим белком и хорошими жирами. То есть это тоже все в тарелках есть, кто будет применять меню, все это там увидит, уже все сформировано. Поэтому здесь важно именно такое сбалансированное сочетание. То есть мы репу всегда подстраховываем жирами и белком. Это очень важно. Так вы будете подстраховывать стабилизацию своего углеводного обмена, и у вас будет очень длительное качественное чувство насыщения. И действительно вы получите, усвоите максимальные витамины. Рекомендую к репе добавлять и специи. Особенно здесь хороши фенхель, тмин, кориандр, черный перец. То есть здесь они очень здорово между собой взаимодействуют, усиливают усвоение и немножко даже уменьшают вздутие, если, допустим, говорить о фенхеле. Еще раз более конкретно и точечно хочу проговорить про дозировку, то есть сколько, да, употреблять. Мы сказали про то, что это точно не ежедневная история, даже если вам это подходит. Буквально 100-150 грамм в день уже этого будет достаточно. Именно для того, чтобы получать пользу, а не перегружать свой организм. Если говорить про время, да, в течение дня, когда все-таки лучше использовать репу, то это первая половина дня. То есть это либо завтрак, либо обед. Объясню почему. Просто к вечеру репа может быть немножко тяжеловата для желудочно-кишечного тракта, особенно если он у вас достаточно чувствительный. Также, несмотря на то, что нам это очень знакомый, да, нашему организму эволюционный овощ, мы все равно его вводим постепенно. То есть редко, да, у кого он сейчас есть в рационе, и просто его в большом количестве, даже те 100-150 грамм внедрить, может быть критично. Поэтому пробуйте, начинайте все-таки с небольших порций.
При грамотном выборе репы, при грамотном ее приготовлении, понимании вот именно с чем это сочетается, тогда это будет служить для вас действительно большой помощью вашему организму. Поделитесь, кстати, в комментариях, у кого вот репа есть в рационе, кто периодически все-таки ее употребляет. Если все-таки она есть у вас в рационе, поделитесь, в каком виде вы ее едите, как она вам нравится. Ну а если вы хотите не универсальные советы, а конкретный пошаговый индивидуальный план конкретно все-таки под вас, то ссылка на запись на консультацию есть в описании под моим видео. Я, конечно же, благодарю вас за просмотр этого видео. Надеюсь, оно было для вас полезным. До встречи в следующих видео. Конечно же, будьте здоровы!